круче меня, снова сносит меня по течению. Я пьян, нет вина, это вновь не удовлетворение. Сегодня речь пойдет об одном из ветеранов отечественного рока, одном из пионеров рок-звукозаписи в СССР, о человеке, записавшем более 50 альбомов, но так и оставшимся не до конца понятым современниками и практически неизвестным потомкам. Юрий Морозов, мультиинструменталист-отшельник, смурной гений студийного подпольного рока, он оказался чуть ли не единственным из рок-динозавров 70-х, выжившим как личность, как эдакий эталон первой волны русской рок-революции, большинство представителей которой разбросаны нынче по погостам и за границам, или застыли навечно в виде восковых фигур в музее рок-н-ролльной славы. Ты мечтала о жизни совсем не такой, и надеялась, я стану суперзвездой. В далеком 73-м году, когда 20-летний Андрюша Макаревич еще лобал на танцах в южном лагере «Буревестник», а его ровесник Боря Гребенщиков впервые появился на публике с песенками Кэта Стивенса, энтузиаст-одиночка Юрий Морозов уже записал в Ленинграде первый на Руси рок-диск под названием «Вишневый сад» Джимми Хендрикса. Те годы цитаты из рок-классики еще не набили в России оскомину, и тот факт, что композиции фрагментарно напоминали песни Битлз и Лед Зеппелин, заставлял видеть в Морозове скорее пропагандиста великих образцов, нежели банального плагиатора. Именно этот факт дал право Артемию Троицкому, автору книги «Рок в Союзе», назвать Морозова пионером самодеятельной звукозаписи в СССР. Запись альбома проходила в условиях глубокого подполья в одной из комнат обычной питерской коммуналки. Причем Морозов был не только автором музыки и текстов, но и музыкантом, сыгравшим в накладку все партии. Звукозаписывающей техникой ему служили примитивные советские магнитофоны Юпитер-201 стерео и Айдос. Со стороны этот процесс выглядел как цирковой номер. Морозов был обвешан микрофонами и опутан проводами, как новогодняя елка. На голове наушники, в руках гитара. В зубах он держал тросик, чтобы в нужный момент включать кнопку записи. На специальной подставке был установлен бубен, куда он бил правой ногой. Левая в этот момент регулировала уровень громкости. Рывком головы Морозов включал запись, тут же выплевывал тросик изо рта, начинал кричать, играть на гитаре, бить одной ногой в бубен, другой что-то регулировать. Чтобы записать альбом, звучащий 33 минуты, Морозову потребовалось 1,5 месяца непрерывной работы по 10-12 часов в сутки. Где витаешь ты теперь, Джон Леннон? Судьба Юрия Васильевича заслуживает отдельной книги. Она Морозовым, кстати, написана и называется «Подземный блюз». Однако из-за крохотного тиража и просчетов распространителей, к сожалению, мало кому известно. Думаю, нужно восполнить этот пробел. Юрий родился в 50-м году в Крыму, как он сам пишет, в захолустном полутатарском полуукраинском городишке. Отец офицер-фронтовик, мать переселенка из Сибири. Вскоре семья переезжает на Кавказ в город Орджоникидзе, нынешний Владикавказ. В школе Морозов с головой ушел в радиотехнику. Смастерив простенький передатчик, он стал радиохулиганом. Передавал в эфир записанные на рентгеновских снимках песни Билла Хейли, Элвиса Пресли и многих других. Опыты нелегального диджейства пришлось резко бросить, когда на улицах города появились машины-пеленгаторы. Тогда же, в конце 60-х, он услышал по радио Бейрута песню С этого момента началась его битломания. Не знаю, что чувствовали другие поклонники Битлз, вспоминает Морозов, но меня они бодрили, как боевая труба на битву.
Послушав их с полчаса, я уже не мог усидеть на месте и вскакивал, чтобы срочно что-то делать, обновляться, умнеть. Я хватался то за книгу, то за гантели, то за карандаш, то за паяльник. Мне стыдно было оставаться таким, каким я был. За гитару он взялся, как считает сам, безумно поздно, в 19 лет. Под влиянием Высоцкого начал с 2-3 простеньких аккордов на русской семиструнке. Потом переучивался на европейскую шестиструнную. Следующий логический шаг – изготовление своей первой электрогитары. И в 69-м Морозов организует подобие рок-группы. В память о крымском детстве называет ее «Босяки», и одну половину репертуара составляли песни «Битлз» и «Манкис» в чистом виде, другую – собственные композиции по мотивам тех же Битлов. Ее зовут Люси. Однажды она домой не вернулась, пропав без следа ночным самолетом, забыв обо всем. Покинула Люси опостылевший дом. Осенью 1972 года он перебирается в город на Неве и устраивается на работу в студию грамзаписи «Мелодия», перебиваясь на зарплату у 80 брежневских рублей. В 24 года Морозов, как окончивший институт безвоенной кафедры, был призван в армию. Служил в мастерской связи при штабе корпуса ПВО всего в 20 минутах езды от Москвы. И еще в карантине при участии Морозова сколотилась небольшая группа эстетов-мастеров на все руки. Они создали рок-команду, и конец карантина ознаменовался концертом в гарнизонном клубе. К ужасу командного состава Морозов, вопя как зарезанный, исполнил в числе прочих «Эта маккартниевская штучка», вспоминает он, пронзила половину душ гарнизона. Вскоре Морозов хрипел ее на танцульках в солдатском клубе, в казарме и по коптеркам. Нередко деды будили Морозова глубоко за полночь, чтобы он сбацал им эту песню. В середине службы разухабистую песню Маккартни исполнял под руководством Морозова уже целый хор. Сержанты, рядовые, ефрейторы и даже один сверхсрочник. Как резидент западной разведки, Морозов потихоньку растлил целый взвод секретной мастерской. Все срочно учились петь, играть и отбивать рок-н-ролльные ритмы. Никого уже не интересовали дембельские альбомы, сержантские лычки и прочие, по выражению Юрия Васильевича, амулеты папуасского обихода. Отслужив, Морозов вернулся в Питер на «Мелодию». Я не расставался с гитарой за обеденным столом, сидя на унитазе и даже читаю книгу. Автоматически блудил пальцами по грифу, не давая расслабиться себе ни на секунду. В иные дни, наверстывая упущенное в армии, он играл по 20 часов в сутки. Позже, когда он решит поучиться всерьез в джазовой студии, ему скажут: «У вас такая самобытная манера игры, что здесь ее могут только загубить». Следует сказать, что таким же доморощенным способом Морозов усвоил ударный, пианино и бас-гитару. Работы Морозова встречали широкий отклик в музыкальной среде, и он мало-помалу начал сотрудничать с другими питерскими группами и исполнителями, а затем и выступать. В 1975-м он играл в составе группы «Ну, погоди». Их концертные записи составили морозовский альбом «Группа памяти Михаила Кудрявцева». Весной 1976-го пробовал объединиться с Кудрявцевым и барабанщиком Игорем Голубевым, а весной 1977-го собрал эфемерное трио, в которое вошли тот же Кудрявцев и барабанщик Сергей Петров. Увы, после первого и единственного концерта трио Морозов, убедившись в невозможности воплотить на сцене свои студийные идеи ввиду более чем скромного технического оснащения подпольных концертов, надолго охладел к живому звуку и вновь укрылся за капитальными стенами капеллы. Но чуть раньше, в 1976-м, Юрий записывает свой 24-минутный альбом «Свадьба кретинов».
Тайными тропами он расходится по городам и весям СССР и делает Морозова известным всему рок-андеграунду. Морозов считает, что именно тогда он записал первую в СССР металлическую песню «Кретин». Покарал меня Бог, прокляли люди, разменял я любовь на ржавый бубен. Я играю на нем кошкам бродячим и садятся на горб мне вороны с плачем. В силу неконтактности их автора и закрытости официальной конторы, появление дополнительных музыкантов во время записи исключалось. Так, на ближайшие 10 лет был сформирован принцип Морозов «Человек-оркестр». Между тем, один альбом следует за другим. Делиться сокровенным с магнитофонной лентой мне было гораздо приятнее, чем с тусовкой, говорит Морозов. Простое перечисление этих альбомов дает представление о палитре его увлечений. Сон супергитар, джаз ночью, Брахма Астра, китайская поэзия, Евангелие от Матфея, Странник голубой звезды, Антилюбовь, Красная тревога. Записывался он, естественно, нелегально, проникая на мелодию под предлогом профилактического ремонта, снятия каких-нибудь несуществующих дублей и тому подобное. Морозов мог просидеть безвылазно по 12 часов, не делая отлучек даже в туалет. Нередко он заканчивал работу глубокой ночью, когда метро уже было закрыто. Тогда он шел пешком на другой конец города, чтобы, забывшись на 2-3 часа, на утро без опоздания прибыть на службу. За годы андеграунда Морозовым было записано 57 магнитоальбомов, почти 40 часов непрерывного звучания. Переписать их приезжали посланцы со всего СССР. Бывали дни, когда в очереди на разговор с ним стояли по 3-4 человека. Тусовщики, начинающие певцы, поэты и музыканты, благодарные слушатели. Однажды кто-то из почитателей Морозова отправил в Харьков кассету, на одной стороне которой были записаны его песни, а на другой опусы «Аквариума». Не разобравшись, местная рок-тусовка приняла Морозова за БГ. Ну дает «Аквариум», высший класс. Песни же настоящего «Аквариума» были вежливо отклонены со словами «Этому Морозову надо еще расти и расти». И боясь всего, как птица, огляделся я кругом и увидел, что все лица разрисованные ничтом. За тиражирование своего творчества Морозов не брал ни копейки. Почти 15 лет он был для собратьев по рок-н-роллу бескорыстным проводником мелодий, ритмов, гитарных соло и загадочных текстов, проложив тем самым путь в эпоху магнитофонного русского рока. Единственной наградой, возможной в те годы, стало то, что Морозов попал в список иностранных и отечественных групп и исполнителей, запрещенных к проигрыванию в общественных местах, концертных залах и тому подобное. Тогда же последовал первый вызов в КГБ. Робкие попытки вербовки в Стучалы я царственно отмел как неловкую шутку и покинул кабинет с ощущением хорошо проведенного времени, вспоминает Морозов. В другой раз, когда чекисты попросили его занести для ознакомления свои опусы, Морозов с садистским удовольствием закатал им 500-метровую ленту самых непонятных звуков, а затем перегнал эту запись с одного магнитофона на другой раз 10-15. На обратную сторону ленты была дописана заунывная индийско-тибетская музыка, причем с таким расчетом, чтобы дорожки первой и второй стороны чуть-чуть наезжали друг на друга. Думаю, тот, кто разбирался в этом конкретном материале, словил неподдельный кайф и немедленно обратился в буддизм, убежден Морозов. Следствием этих встреч с КГБ стал очередной альбом Морозова с характерным названием «Необходима осторожность». Я не верил, на сегодня телефонный клуб бормотал мне, что меня, наверное, не а мне и так конец. Одержимость творчеством, склонность к уединению наложили отпечаток на характер Морозова, и без того непростой. Он не общался ни с матерью, ни с другими родственниками. Ходил в дешевых поддельных джинсах и морском кителе, зимой в караульном тулупе, по дешевке купленном у солдатика Крадунца.
Морозов не читал советских газет, не слушал радио, не знал звезд официальной эстрады и кино, принципиально не употреблял слово «товарищ» и никогда не платил за проезд в общественном транспорте. Одного не в меру рьяного контролера он укротил словами «Отпусти, цепной пес большевизма, и простятся тебе грехи твои». Не складывались отношения у Морозова и с большинством собратьев по андеграунду. В рок-н-ролльном подземелье Питера он стоял особняком, прослыв матерым волком-одиночкой. Его упорные занятия хатха-йогой, сыроедение, отказ от всех видов дури и алкогольных излишеств добавили Морозову еще и ауру чудака-отшельника, почти подвижника. К тому же его тексты, окрашенные мистикой и нередко обращенные напрямую к Богу, вызывали в период лозунгов «Долой систему» явное непонимание, более того, раздражение. Морозов платил тусовке той же монетой. Все добрые слова Юрия Васильевича в адрес наших рокеров можно уместить на обратной стороне почтовой марки. Не менее категоричным был Морозов и в оценке рокерских текстов. Для песни, а не стихов под гитару, считает Морозов, должен быть найден хороший баланс мелодии и слова. Текст не должен мешать музыке, а она тексту. У нас же крутые тексты считают главным достоинством песни. Если исходить из этого критерия, то Максим из Шопенгауэра или беседы Платона – потенциальные шлягеры. Настоящая песня, например, народная, всегда довольно проста, а в чем-то даже глуповата. Твоя кровь остывает в недопитом стакане среди окурков на грязном столе. Ты лежишь так же гордо с перерезанным горлом, как лежит королева во сне. Прекраснее нет эмоций. Осенью 1981 года, после того, как в его репертуаре появился большой песенный цикл, пронизанный христианскими мотивами, Юрий Морозов задумал исполнить его на сцене, для чего собрал трио, в котором вошел его старый соратник, бас-гитарист Михаил Кудрявцев и барабанщик Сергей Завьялов. Однако, прорепетировав всю зиму, они расстались. Дай крылья мне, Бог, чтобы к тебе ближе быть мог я. В мае 87-го, после десятилетней паузы, Морозов вернулся на сцену и дал концерт на устроенном Тропила видеофестивале «Рок-87» в сопровождении молодой группы «Почта». А в 88-м питерская мелодия издала первую пластинку своего звукорежиссера «Представление», которая представляла собой ретроспективу его работ 80-х и открыла очередную страницу в дискографии Морозова. В сентябре 1989 года Морозов организовал новую группу ОГПУ имени Юрия Морозова. Они дебютировали на первом фестивале журнала «Аврора», а потом с различными вариантами состава гастролировали по стране. Между тем, в конце 80-х с началом перестройки тиски советской цензуры чуть ослабли, на мелодию стали захаживать рокеры. Именно в это время Андрей Тропила, продюсер многих магнитоальбомов питерских рок-музыкантов, взялся проталкивать продукты их творчества на грамм-пластинки. По его просьбе Морозов в мастер-тейпе белой полосы группы «Зоопарк» вырезал с добрую сотню щелчков и хрипов. Тем самым непроходимый для ОТК мелодии альбом был превращен в конфетку. Майк, видимо, в ответ написал песню «Гуру из Бобруйска» с ернической строчкой «Есть у нас Морозов Юра, и он шибко знаменит». Здрасте, я родом из Бобруйска. Ну свой. Я гуру, по-вашему это будет учитель. Я сейчас вам расскажу о смысле жизни. Я в натуре профессионал, а не любитель. Майк Науменко довольно часто исполнял ее на квартирных концертах. И от того, что имя Юрия Морозова было практически неизвестно его слушателям, каждый раз предварял ее комментариями о том, кто такой Юрий Морозов и как Майк относится к его творчеству. А сейчас займемся самосозерцанием. И у кого с собой лот, а ну садись в него.
Эй, ты, чувак, пора признать, что это такой цветок, а не стиральный порошок. Благодаря тому, что творчество Майка намного популярнее творчества Морозова, многие только из этой песни узнавали о существовании такого музыканта. Алексей Рыбин в книге «Майк. Время рок-н-ролла» отмечал следующее. По сути, это посвящение Юрию Морозову, замечательному человеку, одному из лучших звукорежиссеров нашей страны. Помимо всего прочего, Юра писал песни, хорошо пел и неплохо играл на гитаре, фортепиано и барабанах. Он стремился овладеть максимально большим числом музыкальных инструментов. Был из тех, кто стоят за школу в музыке, не любил пение мимо нот, считал, что рок-музыка – это большое искусство именно с точки зрения музыки. В общем, играя рок, он был полной противоположностью компании, в которой жил Майк, БГ, Цой, да и я, разумеется. Мы смотрели на музыку совершенно по-другому, а Майк и подавно. Он мог бы простить Морозову его музыкальное занудство, но Юра писал еще и тексты своих песен. И тексты эти буквально выводили Майка из себя. А теперь послушаем малях святой музыки. И душами совместно воспарим. Я вам поставлю Юрия Морозова. Он типа Кришны, он тоже всеми шибко любим. О религии и вере Майк никогда не говорил, но он не терпел прямых религиозных мотивов в рок-н-ролле. И когда кто-то начинал петь об этом, Майк начинал беситься. Самым большим раздражителем в песнях Морозова была для Майка, как мне кажется, их абсолютная искренность. На мой взгляд, излияние своих религиозных чувств в рок-н-ролле в такой прямой форме, как у Морозова, он считал просто пошлостью. И написал Майк песню злую, четко адресованную, не оставляющую никаких сомнений в отношении к Морозову и его творчеству, и навсегда лишил себя удовольствия общения с Юрием. Хотя даже если бы не эта песня, вряд ли бы они сошлись. Слишком по-разному они понимали музыку и слишком убеждены были в правильности собственных позиций. Я знал имен так много, но теперь забыл, боюсь. Я все, и нет другого мне милей, чем Иисус. Отдал бы все на свете, чтобы умер на кресте не ты, а я распятый за любовь твою. Возьми мою молитву, ты же видишь, что я гибну, потому что я люблю тебя, люблю. Примерно тогда же Морозов как звукооператор помогал записываться архангельской группе «Облачный край» Борису Гребенщикову и только-только переехавшему из Уфы в Ленинград Юрию Шевчуку. По воспоминаниям Вадима Курылева, правдами и неправдами пробили для ДДТ возможность записать пластинку на мелодии. Звукорежиссером назначен Морозов. Он там, сказали, главный по року. Так мы познакомились. Я попросил у Морозова его записи послушать. Тут уж он меня обеспечил своими альбомами. Золотой фонд русского рок-подполья. Я ему сказал, вот бы это на концертах поиграть. Позже мы сделали программу с ним. Игорь Доценко, Андрей Васильев и я. Играли в перерывах между концертами ДДТ. Иногда даже ездили вместе на гастроли. А в 92 году мы в ДДТ готовили программу «Черный пес Петербург». Встал вопрос, кто будет на концертах сидеть за пультом. Решили позвать Морозова. Он появился, стал приходить на репетиции и записывать про каждую песню что-то в тетрадку. Мы были покорены. Звукорежиссер и ходит на репетиции. Такого мы еще не видели. Те, кто бывал на концертах ДДТ в 92-93 годах, помнят, насколько разительно и выгодно «Черный пес» отличался от всего, что было в русском роке в то время, в том числе и по звуку. На одном из концертов Юра Шевчук объявил: за пультом старейший монстр рока Юрий Морозов. Только случайно пропустил рока.
Получилось старейший монстр Юрий Морозов. Так мы его и стали называть. Старейший монстр. Мы встречаемся на улице Ленина в Уфе, и он говорит: а вы знаете, кого я видел? Мы так: а кого? Естественно, мы спросили перед этим, как дела в Питере. Потому что Питер для нас это было очень далеко, конечно, да. Чуть ближе, чем Нью-Йорк или Лондон, ну, в общем, так же. Он говорит: я познакомился с самим Юрием Морозовым. А Джимми, насколько был хороший рассказчик, и он говорил: я ему руку пожал, как будто я пожал руку самому Джону Леннону. Вы знаете, Иннокентия Анинского в начале прошлого века тоже мало кто знал. Говорили о нем Цветаева, Ахматова, Гумилев, что он поэт для поэтов. Да? Вот Юра Морозов где-то музыкант для музыкантов. Морозов много и продуктивно работает в студии. Помимо упомянутых выше ДДТ, его имя можно встретить на альбомах и многих других групп. Особое место в этом списке занимают Чиж и Ко. Во многом именно Юрию Морозову, который записал практически весь их студийный материал и обеспечивал качественный звук на многих концертах, группа обязана своим безупречным саундом. В 1997 году Чиж и его группа в свою очередь приняли участие в записи очередного альбома маэстро «Иллюзия». Я знал уже, что есть такой парень, что он пишет музыку отлично от других. Я говорю: а кто звукооператор будет работать? Юрий Васильевич. А он говорит: Юра Морозов. И мне стало страшно, потому что думаю: ё-моё, как же так? Вот, ну, прихожу на студию, Васильевич старше меня там. Я-то, собственно, уже был не пацан. Мне было сколько? Ну, за тридцатник уже. Вот. А Васильевичу было за 40-ник. И я очень долго с ним на «вы» разговаривал вообще. Вот. И он со мной тоже так же. Так по-джентльменски с ним общались. Почему меня знают? Откуда я знаю? Потому что у меня музыка не такая, как у него. Потому что у меня проще. Гораздо проще. А чем проще, тем для нашего народа оно вот как бы и лучше. А чем сложнее, тем уже, извините, думать не хотим. Лучше, не знаю, там «Фабрику звезд» включим. Или того Чижа поставим, на поле танки грохотали. Эх, ёб твою мать. Отличное же музло. Спеть можно за столом. Че не песни? Вроде как и рок слушаем. Начиная с осени 2000 года, записи Морозова, как архивные, так и появившиеся за последние годы, начали выходить под лейблом компании его старого коллеги и единомышленника Андрея Тропила «Антроп». Дискография Морозова – тема для отдельного исследования. Сохраняя свои архивы на протяжении многих лет, музыкант нередко возвращался к своим старым записям, перерабатывая или дополняя их, поэтому как название, так и содержание отдельных альбомов с годами могло меняться. К тому же, не связанный длительностью стандартного альбома, Морозов выпускал песенные или инструментальные циклы, ориентируясь сугубо на их художественную целостность, поэтому по стране они распространялись в различных формах и наборах. Помимо того, в эпоху эмбрионального капитализма конца 80-х свет увидела несколько компиляций его записей разных лет в различных форматах, иногда со сходным оформлением, но различным содержанием. В марте 2005 года Морозов закончил работу над очередным альбомом «Обнаженное чувство отсутствия». Кроме того, весь этот год Морозов по просьбе Битлз-фана и продюсера Алексея Лямина работал на мелодии над альбомами двух дуэтов – гитаристов Владимира Ткаченко и Виктора Молчанова и аккордеонистов Владимира Полякова и Сергея Чепурнова, исполнявших в своих аранжировках инструментальные вариации на темы песен Битлз. Так уж случилось, что эти записи стали последними в биографии Морозова, а их презентация – его последним публичным появлением. Я устал от безнадежных песен, от того, как мало места было нам на этом свете. И любить, и петь здесь тесно. Кропотливая работа на студии и на концертах довела звукорежиссерские навыки Морозова до совершенства. Настоящий мастер, считает он,
только чуть притрагивается к ручкам пульта двумя интеллигентными пальчиками, а невежды раскручивают их так, что и за час их не вкрутишь в исходные позиции. Однажды в Париже, куда Морозов прибыл по приглашению, его пальцы оценили в первый же день. Через 2 часа совместной работы режиссер Филипп Лафон, он записывал в частности Тину Тернер и Дюран Дюран, стал называть Морозова учителем. До конца жизни Юрий Васильевич продолжал работать на мелодии. Урывками писал новые альбомы, какой по счету известно, наверное, только самому Морозову. Когда ему исполнилось 50 лет, юбилей этого человека не заметило ни одно московско-питерское издание, а утром 23 февраля 2006 года в Питере в онкологической больнице он умер. Умер музыкант, превративший звукозапись в самоценный процесс, делавший в студии так много, что никак не мог перенести это на сцену, создавший звук альбомом, который любят даже те, кто не знает его имени. И когда он поет, там пусть даже свои там какие-то гимнообразные там вещи, люди все равно понимают, что это свой в доску пацан, потому что он в подпитии сразу видно, что он там вот свой в доску. А я как бы не такой. Я даже на сцену, когда выходил, у меня мысли были там не о девочке или нажраться, а все-таки как бы музыка этой пробить куда-то окно в небо, там, я не знаю, куда-то. А это людей не очень цепляет.